Всем привет! Вы на канале Nina Sweet Home. В сегодняшнем видео будет обзор на электрическую вафельницу Kitford. Я давно хочу разнообразить наши завтраки, потому что каши, блины, оладьи, яйца порядком поднадоели, и теперь у меня есть электрическая вафельница. Давайте перейдем к обзору. Как я уже сказала, вафельница фирмы Kitford, модель KT1620. Я выбрала именно эту модель, потому что мне она понравилась внешне. У нее компактный размер, и еще мне понравилась форма выпечки. Она прямоугольная. А во многих вафельницах форма квадратная, но когда квадратная форма, получаются маленькие такие две квадратные вафельки, а здесь такой хороший размер. Перейдем к техническим характеристикам. Мощность у вафельницы 920 Вт, материал рабочей поверхности металл, антипригарное покрытие, тип управления механический. Сейчас я включу. Световая индикация выключения и световая индикация достижения заданного нагрева. Цвет серебристый черный. И давайте сделаем замеры. 24 на 20 и высота 9 сантиметров. Как я и говорила, вафельница достаточно компактная, на кухне много места не занимает и в принципе может влезть в любой шкафчик на кухне. А теперь давайте посмотрим на вафельницу в действии и приготовим вкусные вафли. Я подготовила для вас два рецепта, и первый рецепт это венские вафли. Для них нам понадобится мука пшеничная 350 грамм, молоко 200 мл, масло сливочное размягченное 150 грамм, 3 яйца, 100 грамм сахара, 5 мл сока лимона, разрыхлитель 10 грамм. Я сразу включаю вафельницу, чтобы она нагрелась, пока я буду готовить тесто. Приступаем к приготовлению. Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром. Добавляем яйца. И опять перемешиваем. Вливаем молоко. Лимонный сок. И осталось просеять муку вместе с разрыхлителем. Я частями всыпаю муку и перемешиваю, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер, но я решила венчиком. Замешиваем тесто. Оно получается достаточно густое. Хорошо перемешиваем тщательно.
Уже и вафельница нагрелась. Прежде чем выливать вафли в вафельницу, необходимо смазать маслом. Я смазываю кокосовым всегда. Необходимо совсем немножко масла. Все. И накладываю ложкой. Здесь самое главное не наложить слишком много теста, потому что выльется из краев. Ну вот, форма прямоугольная не получилась. Положила мало теста. Сейчас попробую чуть побольше положить. Сейчас я смазывать маслом не буду, потому что там оно еще немножко есть. Побольше положим. Ну вот, все равно они не получились прямоугольными по всей форме. И я поняла почему. Потому что тесто густое. Если было бы пожиже, то распределилось бы полностью по форме. Но они все равно будут очень вкусные. Вафли достаем обязательно либо деревянной лопаткой, либо силиконовой, чтобы не испортить антипригарное покрытие, и вафельница вам дольше прослужила. Вафли пекутся очень быстро. Это огромный плюс, что не надо долго ждать, особенно когда вы готовите с утра завтрак, и все домочадцы с нетерпением ждут его. Я, наверное, сейчас уже все выложу. Мне кажется, я много наложила сюда, и сейчас, возможно, тесто выльется, а может быть и нет. Ну вот, эти уже получились практически прямоугольные. С данного количества теста получилось 8 вафель. Вафли можно подавать к столу в таком виде, а можно украсить по вашему желанию. Можно подавать шариком мороженого или со взбитыми сливками, но я украшу сиропом топинамбура и миндальными лепестками. Переходим к следующему рецепту, и это будут сырные вафли. Для них нам потребуется 2 яйца, 50 мл молока, 25 мл растительного масла, 100 или 150 грамм сыра твердых сортов, щепотка соли, щепотка сахара, разрыхлитель 1 чайная ложка и 100 грамм муки.
Яйца смешиваем щепоткой соли и щепоткой сахара. Добавляем молоко, растительное масло, муку с разрыхлителем, и тщательно перемешиваем. И добавляем сыр. Перемешиваем сейчас лопаткой, потому что тесто получилось густое, и венчик с ним не справится. Вот, тесто уже готово. Сейчас будем жарить вафли. Я опять смазываю вафельницу кокосовым маслом. Выкладываем тесто, распределяем его. Вафель получится немного. Румяные получились. Это из-за сыра. Ну вот, с этого рецепта получается 3 вафли. Для завтрака достаточно. Вафля, в принципе, получилась прямоугольная. Надо будет переноровиться еще к вафельнице, чтобы они все получались красивые формы. Мы с вами сегодня приготовили 2 рецепта вкуснейших вафель. Одни классические венские вафли, которые подаются со всякими различными топпингами сладкими.
И второй рецепт – это сырные вафли, отличный вариант для завтрака. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И поделитесь в комментариях своими любимыми рецептами вафель, я обязательно их тоже приготовлю.